Говорят, профессия дизайнера интерьера совмещает в себе творчество и креатив с холодными инженерными расчетами. Так ли это? Сегодня узнаем у руководителя направления дизайн интерьера Степана Бугаева. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Расскажите, что представляет из себя выбранная профессия? Профессия дизайнер интерьера очень современная, очень крутая и сочетает в себе очень большое количество разных навыков, и от этого она очень интересная. С одной стороны, это много креатива, это создание концепций и, в принципе, улучшение жизни людей, в принципе, на всей планете. С другой стороны, это расчеты, это создание чертежей, это какие-то точные схемы, и ты можешь переключаться между этими амплуа. Ты сегодня можешь с кем-то поговорить, взять бриф, завтра ты можешь сделать концепцию, послезавтра ты можешь вообще отправиться на выставку для того, чтобы вдохновиться. Звучит действительно интересно. А расскажите, какие компетенции получит студент во время обучения? Два основных направления, по которым мы развиваем компетенции, это навыки создания стилистических решений и навыки создания технических решений. Причем это касается как жилых, так и общественных интерьеров. Портфолио, которое на выходе получает выпускник, оно содержит сразу и жилые, и коммерческие интерьеры. Но также не стоит забывать, что профессия дизайнер интерьера — это еще и достаточно серьезный способ для самовыражения. Мы достаточно большое количество уделяем пониманию тому, что ты можешь стать крутым автором и создавать что-то по-настоящему новое. А какие дисциплины изучаются на программе? С первых дней мы начинаем работать над портфолио. Как я уже сказал, это дизайн-проекты жилых и общественных интерьеров. В общественных интерьерах мы также затрагиваем дизайн выставок, выставочных пространств, разрабатываем выставки, делаем фасадные решения для выставок. При этом навыки пространственного мышления студенты закрепляют с помощью создания скульптур, макетов, делают эти объекты вживую для того, чтобы закрепить материал. Все портфолио, все дизайн-проекты мы оформляем с помощью базовых компьютерных программ. Это и все приложения, которые нужны для того, чтобы делать чертежи, делать скетчи и 3D-визуализации. То есть это базовый набор всех программ. Студенты и выпускники уверенно ими владеют. Давайте поговорим об актуальности профессии. Какая востребованность на рынке труда? Куда идти после обучения? Мне кажется, что профессия дизайнер интерьера на сегодняшний день одна из самых популярных. Это связано также с тем, что сама индустрия дизайна интерьера очень популярна. Дизайн проникает всюду, все больше красивых мест, это очень сильно влияет на качество жизни. Вообще, в принципе, важность этой профессии очень сложно недооценить. Я думаю, что молодому специалисту сразу же после бакалавриата нужно идти работать. Это независимо от того, хочет он продолжать учиться в магистратуре или каких-то смежных курсах. Независимо от этого, я рекомендую сразу идти работать для того, чтобы оттачивать мастерство и приобретать навыки. Это может быть два пути. Можно пойти, конечно же, сразу работать в студию. Точно знаю, что с образованием вышки возьмут практически в любую студию на начальной позиции, джуниор-дизайнером, помощником дизайнера, как иногда еще по старинке называют эту должность. Но также можно и идти собственным путем, делать свою студию. Очень многие коллеги объединяются после института и делают небольшие команды. И это дает им такой классный старт, и они начинают свои первые шаги в профессии. А как вышка помогает делать эти первые шаги? Это очень классный вопрос, мне на него будет легко ответить. Второе свое высшее образование я получил именно в стенах вышки, и я не понаслышке знаю, насколько здесь крутое качественное образование. Секрет качественного образования в вышке заключается в том, что это достаточно высокая практикоориентируемость и невероятные стандарты методологические, которые есть при разработке материала. Это позволяет сделать так, что все участники образовательного процесса, студенты, преподаватели, администрация, родители прекрасно понимают с самого начала и на протяжении всего процесса обучения, что будет происходить. Карты креативных компетенций настроены очень качественно, в принципе, исключает такую вот нездоровую импровизацию, когда преподаватель приходит и одно и то же студентам рассказывает, а мы понимаем, что наши преподаватели в каждый момент времени транслируют нашим студентам. Второй очень важный момент качества нашего образования — это ставка на практикоориентируемость, о которой я уже говорил. Мы приглашаем на роль кураторов только действующих специалистов, у которых хорошая настроенная практика, крутое портфолио, которые известны на рынке.
И это позволяет нам оставаться актуальным, быть интересным для наших студентов и транслировать только самые современные, лучшие практики, которые есть на рынке. Вишенкой на торте будет являться то, что вышка — это очень большой вуз. Есть некоторые предметы, есть некоторые дисциплины, которые преподаются глобально всем студентам вышки. И это позволяет, например, дизайнерам интерьера расширять свои социальные коммуникации и встречаться на курсах, скажем, по психологии или по социологии со студентами других направлений. И это мгновенно расширяет все дружеские какие-то круги и увеличивает количество твоих контактов. Мне кажется, это круто, и мало кто может такое дать. Спасибо большое за проведенную беседу, это было действительно интересно. Вам спасибо за интересные вопросы. Приходите к нам учиться. Мы гарантированно сделаем из вас отличного специалиста. Есть технологии, есть опыт, есть тому подтверждение. Оказывается, создание интерьерного проекта — это не только очень интересно, но и перспективно. Поступайте в вышку.